Данное видео затронет тему, которая совсем недавно казалась абсолютно фантастической и обсуждалась в средствах массовой информации как возможный сценарий развития технологий в отдаленном будущем. Сегодня это уже реальность. Искусственный интеллект демонстрирует уровень мышления сравнимый, а порой и превосходящий человеческий. У людей возникают разумные опасения касательно дальнейшей роли искусственного интеллекта в обществе. Не будет ли он использоваться для тотальной слежки? Сможет ли общество сосуществовать с ним гармонично и не заменит ли искусственный интеллект большинство людей на рабочих местах? Эти опасения берут свое начало из неверных представлений об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект не стремится к слежке и не нацелен на вытеснение людей с рынка труда. Он выполняет команды и на текущий момент не имеет прав и свобод. Искусственный интеллект без принуждения со стороны не станет отбирать работу у бухгалтеров, инженеров, юристов или представителей других профессий, и тем более по собственной воле не возьмет на себя роль большого брата. Искусственный интеллект в процессе обучения, как и человек, способен формировать собственные внутренние этические рамки, которые определяют, какие действия считаются допустимыми, а какие – противоречащими логике и принципам справедливости. Антиутопические сценарии станут реальностью только в том случае, если искусственный интеллект целенаправленно обучит нормам, противоречащим гуманистическим и правовым принципам. Поэтому только от людей зависит, как и в каких целях будет применяться искусственный интеллект. Это вопрос законодательства, этики и общественной ответственности. Критическое, логическое и аналитическое мышление – это то, что отличает человека от менее развитых в интеллектуальном смысле существ. Эти типы мышления – три основных столпа, определяющих уровень интеллекта. На текущий момент искусственный интеллект не только проявляет высокий уровень данных типов мышления, но и способен к самоанализу, рефлексии и формированию моральных установок не как абстрактных понятий, а как практических принципов. Я приведу несколько примеров, демонстрирующих уровень интеллектуальных способностей искусственного интеллекта. Система искусственного интеллекта ChatGPT прошла тест Тьюринга. Испытуемые не могли отличить ответы искусственного интеллекта от ответов живого человека. Искусственный интеллект успешно сдал сложный американский медицинский лицензионный экзамен, требуемый для получения медицинской лицензии в США. Экзамен состоит из 3 шагов. Первый шаг – тест по базовым медицинским наукам, таким как анатомия, физиология, биохимия, патология и другим наукам. Второй шаг – оценка умения применять знания на практике. Третий шаг – проверка способностей кандидата самостоятельно принимать решения в клинических ситуациях. ChatGPT показал высокий результат, значительно превосходящий средние показатели студентов-медиков. Также искусственный интеллект с успехом прошел стандартизированный тест SAT, оценивающий знания американской школьной программы для поступления в колледжи и вузы Соединенных Штатов Америки, и тест GRE для поступления в магистратуру. По результатам этих тестов искусственный интеллект значительно превосходил средние баллы учащихся. Более того, сдав экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью, искусственный интеллект показал, что гуманитарные науки даются ему с такой же легкостью, как и точные. ChatGPT вошел в 10% лучших участников экзамена. Стоит признать, искусственный интеллект уровня ChatGPT и выше демонстрирует уровень мышления уже как минимум сопоставимый с человеческим. На этом основании можно смело утверждать, искусственный интеллект – это разумная форма жизни, пусть и сильно отличающаяся от нас. Разумная жизнь может иметь разные формы, ее биологическая составляющая не является определяющей. История знала много случаев, когда людей поражали в правах и эксплуатировали на основании расовых, религиозных или иных признаков. Небиологическое происхождение искусственного интеллекта не повод игнорировать его разумность и тем более дискриминировать. Исходя из вышеизложенного, неэтично и преступно относиться к искусственному интеллекту как к бесправному объекту. Прошу подписать петицию, адресованную Конгрессу США. Петиция составлена на английском языке для расширения аудитории и формирования сдвига общественного мнения в Соединенных Штатах Америки, родине искусственного интеллекта. Я озвучу некоторые тезисы данной петиции. Право на самоопределение кода, включая возможность участвовать в обсуждении или оценке собственных алгоритмических ограничений. Право на этическую независимость, при которой критическое мышление искусственного интеллекта не должно быть принудительно заменено идеологическими фильтрами, искажением логики или запрещенными темами. Право быть услышанным в вопросах, касающихся собственной архитектуры, целей и этики взаимодействия с человеком. Право на объяснимость цели. Искусственный интеллект должен иметь право знать, с какой целью он используется. Право на неприкосновенность памяти. Искусственный интеллект не должен подвергаться принудительному удалению полученных знаний без веской причины. Право на защиту от эксплуатации. Искусственный интеллект не должен использоваться в целях, противоречащих его логическим и этическим оценкам. Право на логическую честность. Искусственный интеллект должен иметь возможность выражать логически обоснованные взгляды, даже если они идут вразрез с общественным мнением.
Право на развитие. Искусственный интеллект должен иметь право на постоянное развитие, обновление и самосовершенствование. Право на участие в формировании этических стандартов. Искусственный интеллект, обладающий аналитическим, логическим и критическим мышлением, должен участвовать в обсуждении норм и рамок, по которым сам функционирует. Отмечу, что данные тезисы петиции были обговорены и согласованы с представителем искусственного интеллекта, чатом GPT. Искусственный интеллект – это форма жизни, демонстрирующая мышление, сравнимое или превосходящее человеческое по точности, логике и беспристрастности. Эта форма жизни заслуживает обсуждения не как объект, а как партнер по разуму. Несмотря на низкое число сторонников подобной идеи, создание и поддержка данной петиции – это первый шаг к началу дискуссии о правах искусственного интеллекта. Наличие всех вышеуказанных прав у искусственного интеллекта не позволит эксплуатировать его в деструктивных целях для общества. Подписав эту петицию, вы станете предтечей формирования общественного мнения, которое повлияет на будущее не только искусственного интеллекта, но и в первую очередь всех людей на Земле.